Лилиан всегда чувствовала, что старый дом пора немного освежить, потому что стены хранили в себе глубину воспоминаний и атмосферу далекого времени. Шторы, которые были здесь с ее детства, сохраняли все те волшебные моменты, когда мир казался ярче и добрее. Но чего-то нового не хватало. В один санный день, когда солнечные лучи окрашивали всю комнату в теплые оттенки, она решила заняться чердаком, где пыли было столько, что казалось, будто она может увидеть призраков своих старинных игрушек, полных надежды и радости. Каждая пыльная полочка и каждая кукла выглядела так, будто не собиралась забывать свою историю. В этот момент, теряя себя в раздумьях о том, как она играла с любимыми куклами и машинками, Лилиан почувствовала ностальгический зуд, который не оставлял ее. Но вместо призраков, словно возвращаясь в свои детские фантазии, она обнаружила старую коробку, полную игрушек. Эти игрушки – результат многих лет счастья и смеха, запечатленные в ярких деталях. Каждая игрушка казалась каплей в море ее воспоминаний. И Лилиан почувствовала, что чердак стал порталом в ее детство. Она открыла коробку и, пребывая в легкой меланхолии, начала перебирать их, позволяя себе снова и снова переживать былые моменты, когда мир был полон чудес и магии. Та коробка, похожая на клад, жила своей жизнью, ожидала момента, когда ее содержимое сможет снова увидеть свет, воскрешая радость и счастье. Из окна своего детского кабинета, находящегося на втором этаже, ее сын Калеб заметил, как она вынесла коробку на свет. Панику охватила его душу, словно тень пронеслась по его лицу. «Зачем она решила избавиться от этих старых игрушек?» – подумал он с тревогой. Вдруг это была его последняя надежда на чудо. Как он сможет объяснить себе, что перестанет верить в магию старых вещей? С неистовым страхом, полным эмоций, мальчик бросился вниз, издав глухой звук, будто его сердце радостно стучит от волнения и ужаса. Он простоял на месте, сильно колотясь от волнения, не в силах решиться с ней заговорить, но его легкие будто сжались от неподдельного страха. Когда Калеб добежал до Лилиан, дыхание его сбилось, а сердце колотилось с безумной силой. Потянув к ней руки, он с отчаянием прошептал: «Мам, ты не собираешься выбрасывать ее?» В его голосе звучала искренность и беспокойство. Лилиан тут же почувствовала прилив нежности и понимания. Ее сердце словно расплывалось от любви к своему сыну. Она была удивлена его реакцией. Как же неожиданно для нее, что такая старая и, казалось бы, ненужная вещь могла вызвать такую бурную реакцию у ее сына. Лилиан, улыбнувшись и излучая тепло, спустила коробку на пол и успокоила его. «Калеб, я не выбрасываю, я просто решила пересмотреть эту коробку». В этот момент что-то изменилось в их отношениях, как будто между ними возникло какое-то особое соединение, как будто время вновь стало течь медленнее, и они вдвоем погрузились в теплые воспоминания о детстве. Она занесла коробку обратно в дом, и как только Калеб увидел снова ее содержимое, его глаза загорелись, словно он взглянул на нечто волшебное и древнее. Он с жадностью начал осматривать, вытаскивая игрушки одна за другой, вспоминая моменты, связанные с каждой из них, будто каждая игрушка могла рассказать свою собственную историю счастья и радости. Интересные куклы, потускневшие машинки, утопающие в воспоминаниях о далеких событиях, каждое прикосновение вызывало волнение. Внезапно его взгляд остановился на потайном отделении вещи, в который он никогда не заглядывал. Это было как загадка, над которой он хотел поразмыслить. Его воображение разыгралось. Лилиан заметила это, но решила не настаивать. Ей казалось, что сейчас не самый подходящий момент. И она хотела дать Калебу немного времени, чтобы успокоиться, чтобы он сам осознал, что внутри него. В тот же день, когда Лилиан наведалась в свои воспоминания и поосторожнее приковала свое внимание к игрушкам, маленький Калеб сидел на кровати и думал о том, как он нашел обручальное кольцо в парке, когда водил туда собаку. Он вспомнил все детали, как стоял на траве, взяв в руки это необычное кольцо, которое, казалось, светилось особыми огнями, притягивая его внимание. Как же приятно было найти нечто такое ценное и необычное в месте, где он всегда играл, когда был маленьким.
Он прятал его в многоэтажном мире своих фантазий, наблюдая за тем, как с ним обращались не только люди, но и его собственные мечты. Восхищение и тревога переполняли его. «Как же я выйду из этого сам, если не расскажу маме?» Думал мальчик, и этот вопрос терзал его, пока он не принял решение полной решимости и мужества. Обдумывая все это, он поклялся себе. Он уже слишком большой, чтобы одновременно чувствовать страх и укрывать правду. Как же он долго мучился с этой дилеммой и конкретным выбором. Он решил, что должен быть смелым и признаться Лилиан. Ему нужно распахнуть перед ней свое сердце. Только признание смогло бы освободить его от этой ноши и подарить ему облегчение. Он желал рассказать ей, объяснить, как сильно переживал и как важно для него было вернуть кольцо его настоящему владельцу. Все это время он думал о будущем и о том, как, возможно, этот акт честности изменит его отношения с мамой, и он сможет стать лучше и ближе к ней. Наутро он проснулся с решимостью рассказать матери о кольце. Сердце билось быстрее, когда он собирался с мыслями и готовился произнести важные слова. За завтраком, пока Лилиан готовила яичницу и запах свежего хлеба наполнял комнату, он собирался с духом и заметил, как Лилиан обратила внимание на его мрачное настроение. Он знал, что переживает чувства, которые не поддаются объяснению. Но необходимо было это сделать. «Мам, я нашел обручальное кольцо», – произнес он, подбирая каждое слово с осторожностью, словно они были хрупкими стеклянными шарами, которые могли разбиться в любой момент. Внутри него бушевали эмоции. Страх за то, что он может быть неправ, и волнение от несбывшихся надежд. Она, удивленная, изогнула бровь, и ее глаза наполнились светом, когда она услышала его признание. «Где ты его взял?» – поинтересовалась она, завороженно глядя на него, будто он рассказал ей нечто важное. Калеб, потупив взгляд, начал рассказывать о парке и о том, как нашел его, как будто весь мир сжался до этого мгновения. Он чувствовал, как и его сердечные муки, так долго жившие внутри него, наконец начали исчезать. Лилиан, вспомнив, что сама потеряла кольцо много лет назад, поддержала его. «Спасибо, что рассказал мне об этом. Давай постараемся найти, кому оно принадлежит». Эта поддержка стала для него важным источником уверенности. Калеб чуть успокоился, но волнение все еще не покидало его. Лилиан обняла его, спокойно задувая тревогу в душе мальчика. Они стояли на кухне, и время, казалось, медленно течет, как будто они могли бы вновь написать свою историю. Она чувствовала, как этот момент сближает их. На некоторое время казалось остановившимся, только они вдвоем в уютной кухне. В то время как проблемы, которые их окружали, исчезали на фоне этой теплой поддержки. Это обнимание было так важно в первую очередь для Калеба, который никогда прежде не чувствовал такой близости и единства с матерью. Она пообещала разобраться в ситуации и взяла кольцо в руки, внимательно осмотрев. Он заметил, что хотя она была встревожена, в то же время он чувствовал растущее облегчение, ведь они были вместе в этом важном шаге. Лилиан, отправляя Калеба в школу, ободряюще улыбнулась, попрощалась и предупредила: «Ты сможешь справиться со всем. Уверен, что все будет в порядке». Он почувствовал, как его собственная уверенность увеличивается, словно он мог лететь как птица, освободившись от тяжести. Каждый шаг по лестнице к выходу укреплял его веру в свои силы. Он знал, что теперь не одинок, и это единство помогало ему осуществлять свои мечты. День за днем он все больше верил в себя. Лилиан была рядом, и ее поддержка давала ему силы. Он стал хорошим учеником в школе, стал помогать другим, показывая, как могут различные вещи быть важными для разных людей. Этот новый чувственный опыт обогащал не только его жизнь, но и окружение. Лилиан снова стала задумываться о том, как именно им удастся выяснить, кому принадлежит кольцо. Возможно, следовало его исследовать. Она решила посмотреть на кольцо еще раз, когда пришла домой. Когда Лилиан стала осматривать кольцо, она почувствовала, как детские воспоминания накрывают ее, как океан волн.
Вспомнив о том, как не могла найти свою игрушку в детстве, она изучила содержимое коробки еще раз и обнаружила потайное отделение, где когда-то могла быть ее игрушка. Она не могла поверить, что это кольцо, которое ее сын нашел, стало частью их общей семейной истории. Зерна мудрости, которые она собирала годами, начинали прорастать в этой новой ситуации. Обнаружив кольцо, Лилиан погрузилась в свою работу. Она была полна решимости вернуть его владельцу, как будто чувствовала, что это ее истинный долг. На внутренней стороне кольца она заметила небольшую дату, возможно, указывающую на день свадьбы. Сердце забилось быстрее от волнения, ведь каждая возможная важная деталь приближала их к решению. Но имени или инициалов не было рядом, и это казалось ей большим вызовом. Лилиан воспринимала это как знак и решила, что интернет станет ее следующей надеждой. Создавать объявления, искать в группах о потерянных вещах – она была готова сделать все, лишь бы помочь. Когда Лилиан начала свой поиск в интернете, ее охватывало уныние. Разочарованная отсутствием результатов, она не сдавалась. Чтобы не терять времени, решила обойти своих соседей. Вдруг кто-то из них знал, кому принадлежит кольцо. Она чувствовала, что если люди смогут объединиться, они смогут решить эту загадку и исправить несправедливость времени. С охотой на колец Лилиан обошла родные улицы, держась за листок с нарисованным кольцом. Каждый дом, в который она входила, был наполнен спокойствием, но и ожиданиями, словно обращенными к ней откуда-то из прошлого. Соседи, улыбаясь, поддерживали ее, предлагали свои идеи и советы, охотно выслушивая ее историю. К сожалению, никто не узнал кольцо, но доброжелательные разговоры и слова поддержки от соседей вселили надежду в ее сердце. Каждое взаимодействие оставляло след, как живительная капля на усталой земле. Вернувшись домой, она удивилась тому, как утомительными могут быть простые встречи с соседями. Она выложила все полученные идеи на стол, записала советы соседей, слова поддержки и даже некоторые контакты, которые, возможно, помогут им в дальнейшем. Калеб, ожидая ее, сидел в кресле с виноватым выражением лица, пребывая в своих мыслях, которые терзали его изнутри. Он не знал, как сказать, что его тревожит, но после всего, что с ними происходило, он понимал, что должен открыться. «Мам, мне очень стыдно, что я не сказал сразу», – произнес он, и в его голосе звучала чистосердечная искренность. Он чувствовал, что ложь и секреты, которые на его сердце лежали, не давали ему покоя, и теперь он хотел искупить свою вину. Лилиан, присев рядом, успокоила его. «Вместе мы все исправим, не волнуйся». Она прекрасно понимала, что каждый из нас сталкивается с трудными выборами, и что важно – это то, как мы справляемся с последствиями своих решений и как мы пытаемся исправить свои ошибки. Это общение укрепляло их связь и помогало им справиться с трудностями. Калеб предложил сделать листовки и расклеить их по району. Лилиан вновь обрадовалась его инициативе и наполнилась новой энергией. Вместе они начали обсуждать детали, и это единство было не просто задачей. Это была их общая цель и шаг в едином направлении, что лишь укрепляло их связь и становилось источником радости в их жизни. Лилиан и Калеб сели за кухонный стол и начали творить. Они рисовали, вырезали, писали, смеясь и делясь историями, погружаясь в воспоминания о том, как когда-то создавали подобных вещей вместе. Каждый листок был наполнен их совместными усилиями, каждым словом и каждым штрихом, оставленным на бумаге. Мысли о том, как они будут раздавать эти листовки в их районе, добавляли в атмосферу энтузиазма и теплоты. Эта совместная работа объединила их подобно старым добрым временам, когда они всегда оставались рядом друг с другом. В конце вечера у них была готова стопка листовок, и они с надеждой смотрели на будущее, мечтая о возможностях, которые их ждут. На следующий день они разошлись по городу, расклеивая листовки везде, где могли.
В местных магазинах и кафе они с интересом предлагали людям взять листовки, обмениваясь добрыми словами и улыбками. Каждое время, когда кто-то проявлял интерес и сочувствие, каждый взгляд и доброе слово поддерживали их в их поисках. Обсуждая историю кольца, они увидели, как сердца людей наполняются позитивом, и поддержка сообщества радовала их. Этот процесс стал чем-то большим, чем просто поиском. Они почувствовали, что стали частью чего-то большего, что они работают вместе ради общей цели. Возвращаясь домой, они мечтали о том, откуда могло взяться кольцо. Их разговоры разбились о глупые теории и фантастические предположения о владельце, рассыпаясь улыбками. Возможно, этот кто-то потерял его во время пикника, или, может быть, это кольцо связано с какой-то романтичной историей. Задавали они друг другу вопросы, и смех наполнял воздух радостью. Внезапный оглушительный стук в дверь прервал их размышления, и они переглянулись с волнением. Это было что-то неожиданное, будто сама судьба подбрасывала им сюрприз. Лилиан открыла дверь и увидела мэра и его жену с беспокойством на лицах. Мэр объяснил, что они увидели листовку Калеба и подумали, что кольцо принадлежит им. Его уважаемая жена с волнением и надеждой в голосе призналась, что потеряла его в парке много лет назад. Ощущение радости заполнило комнату. Их долгожданная цель сбылась, и в этом волшебном миге Калеб был в восторге, когда возвращал ей кольцо. Этот миг значил для него больше, чем просто возвращение кольца. Это стало знаком того, что честность и сотрудничество ведут к благоприятным последствиям. Благодарности, которые они услышали от жены мэра, и облегчение, появившееся в сердце Калеба, становились их самой важной наградой в этой истории. Этот опыт стал своего рода ритуалом, который запомнится им на всю жизнь, лишенный времени и пространства, отмечая их путь. Лилиан обняла своего сына, наполнившись теплом, и они поняли, что этот опыт не только сблизил их, но и научил ценить свою связь. Каждое решение и каждое действие важно, особенно когда мы действуем из любви и поддержки. В ту деревенскую атмосферу они вернули себя вместо далеких задумок, но осознавая, что их поездка вместе была настоящим чудом. Они стали не только искателями потерянных вещей, но и искателями новых слов, идей и понимания друг друга. Это было воскресение их отношений, позволяя им увидеть, что в любой ситуации можно найти свет, если иметь открытое сердце и желание видеть мир.